цикл раны. Иллюзорный идеал. Другой вид полезной работы заключается в том, чтобы просмотреть, кто был для нас идеалом, гуру, в жизненных реалиях вплоть до сегодняшнего дня. К кому мы шли за поддержкой, вдохновением и защитой. Что эти люди делают для нас? Почему, и в связи с чем, мы помещаем других на пьедестал выше нас самих? Ниже следующий материал ориентирован на раскрытие того, что стоит за нашими обращениями к Спасителю, или Гуру, Учителю, чтобы он сделал что-то для нас. Если в нашей реальности присутствует Гуру, психолог, целитель, учитель, мы можем задаться вопросом и рассмотреть, почему мы посвятили себя тому, чтобы заставить его, или ее, казаться столь особенными. Когда мы понимаем реалии таких отношений, мы становимся более осознающими те факты, что способны управлять своей энергией изнутри самих себя, становясь более суверенными. Когда мы возвращаем себе то, что передали этим людям, мы можем восстанавливать свои потерянные способности и таланты, и становиться в большей степени равными во всех областях нашей жизни. Гуру могут появляться у нас в различных областях жизни: карьера, любовь, секс, деньги, власть, энергия, сила, область психологическая, научная, духовная и так далее. Так что же делают гуру для нас или за нас? Мы идем к нашему Спасителю, чтобы он позаботился о нас, ибо мы являемся нуждающимися, слабыми, и не обладаем никакой энергией, чтобы творить свою реальность и себя. Так мы понимаем. Существует множество способов, которыми можно заботиться о нас. Что касается меня, то, как только у меня оставались деньги лишь на оплату аренды, мои родители часто помогали мне материально, чему я со своей стороны был очень рад и благодарен. Поскольку я возвращаю и восстанавливаю свою энергию и части своего раненого я должен сделать так, чтобы мои родители больше никогда не спасали меня материально. У нас также могут быть спасители, одновременно являющиеся нашими партнерами, которые любят нас, а их любовь будет тем, что спасает нас. Единственная неприятность может возникнуть здесь, если отношения прекращаются. Что же нам делать в этом случае? Кто спасет нас? Когда человек учится быть суверенным в своих отношениях, он может сосуществовать в отношениях равенства и необусловленной любви, позволяющей каждому быть равным, и не имея при этом никого, кто являлся бы спасителем другому. Много раз мы нуждаемся в информации и идем к другим, чтобы получить ее. Все мы нуждаемся в учителях, которые помогают нам по пути. Проблема приходит позже, когда в нас рождается уверенность, что только учитель откроет нам нашу истину. Я был человеком, которого условно можно было бы назвать мистер Метафизическая книга, скупившим сотни книг, повествующих о тех или иных духовных вещах и методах просветления, и принимавшим все это как собственную истину. Я также скупил сотни записей и компакт-дисков, веря, что должен проигрывать на гитаре тот или другой путь. По прошествии времени, уже после того как я продал книги и компакт-диски, я оказался в состоянии настроиться на то, чем была и является моя подлинная внутренняя истина. Я оказался способным позволить течь сквозь себя собственной уникальности, что само по себе является непрерывным процессом. Наш резонанс с определенными людьми в большинстве случаев основан на карме, и любой человек, которого мы объявили для себя гуру, может восприниматься удобным или хорошим по отношению к нам, потому что в прошлом мы уже много раз проходили через эти отношения. К определенным людям нас влекут их таланты, знания, деятельность и так далее. И когда у нас появляется возможность находиться в их присутствии, мы хотим засвидетельствовать это, или ощущать себя частью исключительного случая,
что заставляет нас чувствовать себя особенными, поскольку мы можем находиться в присутствии кого-то, кому мы поклоняемся, и кем восхищаемся. Все это основано на сравнении, больше чем, или меньше чем, и в этой парадигме мы всегда оказываемся на нижней ступени. Однако, когда мы возвращаем себе свою энергию, и видим себя столь же равными, все их взаимодействия становятся благословениями, ибо мы осознаем и воспринимаем себя, и всех вокруг нас, как равных. Часто, существование в роли последователя гуру принесет человеку чувство общности, принадлежности семье, сообществу последователей, с общими интересами, у которых всех вместе есть папа или мама, гуру. Подобные обстоятельства вызывают создание связи, взаимообусловленного энергетического поля, привязок, между последователями, а гуру в таком случае часто будет использовать объединенную энергию приверженцев для того, чтобы раздувать себя, свою личность, а точнее свое поле, с целью казаться важнее, сильнее, больше и выше своих сторонников. Затем, в рамках такого семейства, гуру, последователи, скорее всего, находят новое осознание цели, каковое может ощущаться теплым, уютным и удобным, а также может приятно разделяться с другими в совместном выражении своей любви к гуру и его истине. Однако, это есть не что иное, как ложное чувство общины, ибо здесь отсутствует равенство, но имеет место общее, и по отдельности возвеличивание одного человека, а остальные – нижестоящие последователи и поклонники. Это приводит к реалиям, в которых гуру получают все деньги, известность и лесть, а последователи приходят, чтобы материально поддержать гуру и поклоняться своему герою или героине. Последователи никогда не приходят с целью брать всю ответственность за себя, свою истину и путь, поскольку слишком заняты поклонением. Поэтому со своей высокой колокольни, гуру освещает свыше большинство вопросов, что приводит к позиции наподобие диктата, часто имеющему последователей, принимающих за истину каждое произнесенное слово. Реальная же община создается между суверенными людьми, резонирующими по основным взглядам на жизнь, и одинаково разделяющими свои способности и таланты. Вот откуда родится реальная община. Гуру не был бы гуру, если бы некоторым образом не вел кого-то. Такое возможно только тогда, когда мы ранены, эмоционально травмированы, и теряем части себя и своей энергии, когда испытываем влечение к определенным лидерам. Чтобы обеспечить им водительство, энергию, силу, власть, где сами чувствуем, что имеем немного, или совсем ничего. Изучая возвращение своей энергии от тех, кто ее когда-либо отбирал у нас, а также восстановление разрушенных частиц своего потерянного и раненого «я», мы интенсивно входим в пространство собственной энергии и оказываемся в состоянии управлять собственными жизнями, настраиваясь на свое внутреннее руководство, свою душу, высшее «я», Мать-Землю, чтобы вести нас. Мы обретаем большую целостность, больше своей истины и своего «я», живя в соединении с душой и слушая себя изнутри. Но поскольку мы так разбиты, расколоты, раздроблены и разделены, у нас практически отсутствует собственная истина, чтобы настраиваться внутрь и понимать. И когда мы учимся собирать свою истину и отделять чужое руководство от собственного, мы высвобождаем потребность того, чтобы кто-то извне вел нас по пути. Мы сами ведем себя к тому, чего желает и считает для нас необходимым наша душа в каждый момент времени. Гуру часто провозглашается как лучший, наиболее одаренный, наивысшим достижением какой бы то ни было влияющей позиции, в которой он или она может находиться. Люди могут трепетать перед их талантами, навыками, способностями, и жаждать стать чем-то большим в том, чему они завидуют, в плане деятельности или обладания.
Такое размещение кого-то конкретно на пьедестал всегда оставляет рядом находящегося человека чувствовать себя меньшим чем, недостаточным, или недостойным того, чтобы быть с гуру на равных. Независимо от того, что пробуют делать приверженцы или последователи, они просто не могут делать то же самое, или так же, как это делает гуру. Это не что иное, как мыслеформа, основанная на сравнении и соперничестве, в котором есть победитель и проигравший. Гуру побеждает, а ученик проигрывает. Последователи надеются, что когда-нибудь будут столь же хороши, как гуру, но где-то в глубинах своего естества знают, что этого никогда не произойдет, потому что никакие два человека никогда не могут делать одну и ту же вещь одинаково. У всех нас есть собственные способности и таланты, и когда мы возвращаем себе и восстанавливаем свою энергию и способности от тех, кого мы боготворили, мы можем создавать свой уникальный путь самовыражения, без потребности сравнивать себя с другими. Это будет тем временем, когда сможет проявиться реальная радость, осуществление и самовыражение, ибо мы выражаем свою уникальную истину нашим собственным уникальным способом.